Глава 2011. Непредвиденные обстоятельства. Старший Ося не только отправился на священный остров, но и останется там до тех пор, пока не начнется настоящая битва с дьявольскими существами, мрачно сказал патриарх длинной семьи. Так это означает, что слухи о дьявольских патриархах, спускающихся в наше духовное царство, скорее всего, верны. В этом случае все наши планы сильно пострадают, вздохнул Ханли. Действительно. Мы уже планировали войти в царство старших дьяволов после того, как самые свирепые атаки дьявольской армии прошли мимо. Но если дьявольские патриархи собираются спуститься в это царство, тогда все будет намного хлопотнее. Когда это время придет, старший Ося, старший Мо Цзиньли и священный остров будут ключами к битве. Если наши две расы будут побеждены, у нас не будет другого выбора, кроме как бежать и бросить эту территорию. В результате наш план проникновения в царство старших дьяволов будет полностью выброшен в окно. Если мы выиграем битву, то все дьявольские существа отступят обратно в царство старших дьяволов. Если это произойдет, пространственные узлы будут кишеть высокоуровневыми дьявольскими существами, и это также сильно усложнит нашу задачу. Если бы дьявольские патриархи спустились в наше царство, тогда наш риск был бы сведен к минимуму. С этой точки зрения, для нас очень хорошо, что дьявольские патриархи планируют спуститься в царство духов, с кривой ухмылкой сказал патриарх длинного семейства. Мы сейчас можем только предполагать это. Ты сообщил об этом нашим товарищам-даосам из духовной расы, брат Лонг? Спросил Ханли. Вступить в контакт с расой духов не так просто, поэтому у меня еще не было времени рассказать им. Но пока у нас здесь нет проблем, не должно быть никаких проблем и с ними. Дьявольские существа нацелены не только на наши человеческие и демонические расы, они также нацелены на все близлежащие иностранные расы, поэтому решение, которое они примут, скорее всего, будет таким же, как и наши, уверенно сказал патриарх длинной семьи. Понятно. Не мог бы ты дать мне 2 дня, чтобы обдумать этот вопрос? Спросил Ханли после короткой паузы для размышлений. Хе-хе, конечно. Тогда я вернусь, чтобы услышать твой ответ через 2 дня, Даос Хань, с улыбкой согласился патриарх длинной семьи. Я обязательно дам окончательный ответ через 2 дня. Однако до этого не мог бы ты рассказать мне о том, что дьявольские существа делали на вашей стороне? Ханли внезапно сменил тему. Патриарх длинной семьи кивнул в ответ. Я не знаю, что они делают в других местах, но наша крепость несколько раз подвергалась нападениям дьявольской армии. К счастью, нам удалось их удержать. Священный город привлек большую часть дьявольской армии, наша крепость была в опасности. Похоже, что дьявольская армия в этом районе намеревается сосредоточить свою силу на завоевании города священного города, а затем стереть с лица земли остальную часть близлежащих человеческих поселений. К счастью, священному городу удалось устоять перед дьявольской армией, и... Ханли внимательно слушал, что говорил патриарх длинной семьи, и время от времени задавал несколько вопросов, на все из которых патриарх длинной семьи отвечал в меру своих способностей. Ханли был очень доволен этой информацией, и они еще некоторое время болтали, прежде чем патриарх длинной семьи ушел. Ханли проводил его до ворот зала, прежде чем внезапно спросил в, казалось бы, небрежной манере. «Кстати, не мог бы ты узнать, находится ли старший Ося на священном острове один или он там с одним из своих потомков?» Я точно не знаю, кто это, но я слышал, что старшего действительно сопровождает один из его потомков. «Почему ты спрашиваешь, Даос Хань?» — спросил патриарх длинной семьи со странным выражением в глазах. «Нет особой причины», — ответил Хань Ли с двусмысленным смешком. Патриарх длинной семьи, очевидно, ничего не понял, но это не имело к нему никакого отношения, так что он, естественно, не собирался дальше совать нос. Таким образом, он сложил кулак в приветствии Ханли, прежде чем вылететь из каменной пагоды в виде полосы золотого света. После ухода патриарха длинной семьи Хань Ли вернулся в зал, где его уже ждали 2 его ученика. «Вы столкнулись с какой-то проблемой, мастер? Мы можем вам чем-нибудь помочь?» — спросил Хай Юэтянь. «Если это то, чем вы можете помочь мне, то это не будет считаться проблемой для меня», — равнодушно ответил Хань Ли. «Если бы мы только продвинулись дальше в нашем совершенствовании, мы были бы более полезны учителю», — сказал Цилин Цзы со стыдливым выражением лица. «Вы двое уже обладаете исключительными способностями к совершенствованию. В противном случае вы бы не продвинулись к этому моменту за такое короткое время. Просто рассматриваемая проблема чрезвычайно опасна даже для культиваторов стадии интеграции тела, так что это нормально, что вы двое не можете внести какой-либо вклад. Ладно, хватит об этом. Расскажите мне о текущей ситуации в городе Глубокого Неба. Были ли уничтожены остатки дьявольской армии?» — спросил Хань Ли с серьезным выражением лица. Цилин Цзы в ответ сразу же начал рассказывать о событиях. Когда вы ушли в уединение, старший Гау и другие вернулись в город только для того, чтобы ненадолго восстановить силы, прежде чем немедленно приступить к выполнению ряда заданий.
После того, как Цилин Цзы рассказал обо всех важных событиях, произошедших в городе, Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем спросить о ледяном фениксе. Старшая ледяной феникс, похоже, нашла катализатор для прорыва и сразу же ушла в уединение после уничтожения дьявольской армии. По ее словам, она пробудет в уединении как минимум несколько месяцев, но не больше года, ответил Хай Юэтянь. Соратник Даос Ледяной Феникс обладает выдающимися способностями к своей родословной Небесного Феникса, поэтому неудивительно, что она что-то почерпнула во время битвы. Оставайтесь в пагоде в это время и следите, чтобы никто не нарушил ее уединение. Приказал Хань Ли с довольным видом. Да, мастер. Хорошо, теперь вы двое можете идти, проинструктировал Хань Ли, удовлетворенно кивнув. Тогда мы оставим вас отдыхать, мастер. Цилин Цзы и Хай Юйтянь низко поклонились и вышли из зала. Как только они вдвоем добрались до входа в зал, Хань Ли внезапно пришла в голову мысль, и он проинструктировал. Кстати, никому не говорите, что Даос Лонг приходил навестить меня сегодня. Услышав это, сердца двух учеников заволновались, и они, естественно, ответили утвердительно. Таким образом, Хань Ли был единственным, кто остался в зале. Он сидел на стуле, подперев подбородок рукой, и на его лице появилось задумчивое выражение. Более полугода спустя группа дьявольских существ с черной ци, пульсирующей по всему их телу, атаковала группу из 7 или 8 человек-культиваторов в воздухе над горным хребтом. Обе стороны выглядели равными, поэтому битва была чрезвычайно ожесточенной. Каждая сторона понимала, что они будут сражаться до конца. Лица сражающихся были полны решимости и понимания того, что только победа над врагом может даровать им жизнь. Никакой иной исход сторонами не рассматривался. Они бились, стиснув зубы и отдавая все свои силы. Внезапно в далеком небе вспыхнул духовный свет, и полоса пятицветного света появилась перед тем, как во вспышке ворваться на сцену. Дьяволы и люди внизу не знали, друг это или враг, поэтому все остановились и быстро отступили. Именно в этот момент из пятицветной полоски света раздался приятный молодой женский голос. «Думаю, было бы неправильно с моей стороны не помочь вам всем». Как только ее голос стих, полоса света на мгновение остановилась в воздухе над группой дьявольских существ. Сразу же после этого сверху полились бесчисленные нити пятицветного света, мгновенно уничтожая тело дьявольских существ. «Спасибо, старшая». Культиваторы-люди были в восторге, увидев это, но пятицветная полоса света просто продолжила свой путь и быстро исчезла вдали, по-видимому, совершенно не заинтересованная в получении их благодарности. Группа людей-культиваторов обменялась несколькими растерянными взглядами, и после короткого разговора все они тоже ушли. Вскоре после этого вверху внезапно вспыхнули пространственные флуктуации, и появились еще две гуманоидные фигуры. Один из них был крепким мужчиной свирепого вида в черных доспехах, а другой — стройной женщиной в белом роскошном платье. Оба их тела были покрыты тонким слоем розового тумана, из-за чего невозможно было различить черты их лиц. «Госпожа, вы хотите, чтобы я убил эту группу людей-культиваторов?» — спросил человек в черной броне, когда в его глазах появился намек на намерение убить. «В этом нет необходимости. Все, что нам нужно сделать, это следовать за этой женщиной», — ответила женщина в белом, спокойно покачав головой. «Но, госпожа, мы следили за этой женщиной уже около года, и это не дало никаких результатов. Может быть, ваше первоначальное гадание было каким-то неверным?» Нерешительно спросил человек в черной броне. Ошибки во время этого типа гадания случаются довольно часто, но в этом случае я очень преуспела. Как только я увидел эту женщину, я была уверен, что это та, за кем мне нужно следовать, чтобы найти духовное лекарство, которое вылечит меня или отведет к тому, у кого есть такое духовное лекарство. «Это уж точно лучше, чем бесцельно слоняться по огромной человеческой территории», — ответила женщина. Услышав это, человек в черной броне немедленно дал утвердительный ответ, и женщина провела рукавом по воздуху, выпустив вспышку розового света, после чего они оба исчезли на месте. Глава 2012. Небесная сеть захвата духа. В это время на высокой горе на территории духовной расы Три Святых Духа стадии интеграции тела окружали красивого молодого человека. Молодой человек был одет в длинную золотую мантию и бесстрастно смотрел на троицу, сцепив руки за спиной. На передней части его мантии был вышит огромный мерцающий золотой цветок лотоса, который очень привлекал внимание. Гора внизу была изрыта ямами и кратерами, в которых находилось множество останков. Также по всей земле были разбросаны бесчисленные фрагменты сокровищ, все из которых были полностью лишены блеска. «Меня не волнует, кто вы. Вы совершили непростительное преступление, убив так много наших братьев и поглотив их сущность. Мы втроем собираемся сделать так, чтобы вы умерли ужасной смертью». Один из святых духов, невысокий и коренастый пожилой мужчина, сплюнул сквозь зубы.
Два других святых духа представляли собой длинноволосого пожилого мужчину, держащего в руках зеленую бамбуковую трость, и юную красавицу лет 30. Все трое с пылающей яростью в глазах оценивали молодого человека в золотых одеждах. В отличие от других рас, духовным существам было очень трудно достичь обретения разума. Таким образом, численность их расы всегда была довольно низкой, поэтому каждый представитель расы пользовался большим уважением. К счастью, духовные существа, которым удалось достичь обретения разума, также сразу же обретали значительную силу, поэтому даже самые слабые разумные духовные существа находились на стадии формирования ядра или стадии зарождения души. Именно так им удалось сосуществовать с соседними иноземными расами. Облачная гора предков была довольно известным поселением расы духов, и эти три святых духа были великими старейшинами поселения. Несколько дней назад им нужно было выйти что-то сделать, а когда они вернулись, то сразу же обнаружили, что все их собратья во всем поселении были перебиты, а их сущность тоже вся съедена. Вдобавок ко всему, преступник задержался здесь даже после совершения такого гнусного деяния. Как могли не разгневаться три святых духа? Аура молодого человека в золотых одеждах казалась не такой уж мощной, но три святых духа были совершенно не способны установить его точную базу совершенствования. Это их сильно беспокоило, и они были вынуждены сдерживать свою ярость, а не сразу нападать на него. Подумать только, что простые духовные слуги, как вы, смеют говорить со мной в такой грубой манере. Они должны быть удостоены чести, что я поглотил их сущность. Я вижу, что вы трое намного сильнее, чем другие духовные слуги. Если вы готовы принять меня как своего хозяина, я могу пощадить ваши жизни, холодно хмыкнул молодой человек в золотых одеждах. Духовные слуги. Вы из истинного бессмертного царства. Три святых духа ошеломленно воскликнули, услышав это. Вы трое знаете об этом. Может быть, одному из вас удалось сбежать в этот нижний мир из истинного бессмертного царства. Это не может быть правдой, у вас нет силы сделать что-то подобное. Кто-то, должно быть, раскрыл вам эту информацию. Интересно, кто был тем, кто раскрыл вам это? Хорошо, теперь, когда вы знаете, откуда я родом, раскройте свои истинные формы и поклянитесь в своем подчинении мне. В противном случае я просто должен поймать вас и стереть ваш разум. Это будет немного сложнее для меня, но результат будет таким же, холодно усмехнулся молодой человек в золотой мантии. Услышав это, лица трех святых духов побледнели, и они обменялись испуганными взглядами. Если этот юноша в золотых одеждах действительно спустился из истинного бессмертного царства, то трое из них не ровнее ему. У длинноволосого пожилого мужчины все еще было испуганное выражение лица, но ему внезапно пришла в голову мысль, когда он закричал. Он лжет. Если он действительно из истинного бессмертного царства, почему он поднял такой громкий шум, когда убивал наших братьев? Действительно, я никогда не слышал об истинном бессмертном, который мог бы спуститься в наше царство. Даже если он действительно из истинного царства бессмертных, с ним должно быть что-то не так прямо сейчас. Иначе, зачем ему тратить время впустую, говоря с нами? Нам нечего бояться. Вмешалась женщина с холодным выражением лица. Выражение лица молодого человека в золотой мантии слегка напряглось, когда он увидел это, и эта незначительная деталь не осталась незамеченной. Таким образом, три святых духа стали еще более уверенными в приговоре, к которому они пришли. Невысокий и коренастый немедленно закричал. «Атакуем! Мы не можем позволить этому наглому ублюдку покинуть это место живым». В то же время он сделал ручную печать, чтобы вызвать белое медное зеркало, а затем махнул им в сторону молодого человека. Белый столб света немедленно вырвался вперед, а затем устремился к молодому человеку в виде огненного моря высотой более 1000 футов. Два других святых духа также без промедления приступили к делу. Один из них взмахнул своей бамбуковой тростью вперед, и бесчисленные выступы зеленой трости сразу же появились в воздухе над молодым человеком в золотых одеждах, охватив территорию размером более 100 акров, прежде чем бесшумно рухнуть вниз. Тем временем женщина быстро щелкнула пальцами вперед, чтобы выпустить десяток шаров лазурного света, которые превратились в 10 гигантских лазурных птиц, летящих прямо к молодому человеку. Три святых духа не были убеждены, что этот молодой человек был из высшего царства, но они знали, что он определенно был чрезвычайно могущественным. Таким образом, они использовали свои самые мощные атаки с самого начала, пытаясь убить этого грозного врага на месте. Холодный свет вспыхнул в глазах молодого человека в золотой мантии, когда он увидел это. Сразу после этого он внезапно наложил странную ручную печать, и вокруг него внезапно появился прозрачный нимб, который затем взорвался, создав бесчисленное количество золотых и серебряных рун, сформировав массивный золотой и серебряный барьер, который защищал его внутри. Выступы тростника наверху превратились в бесчисленные массивные лазурные бревна, которые рухнули сверху, в то время как массивные лазурные птицы хлопали крыльями, выпуская одновременно десятки тысяч лазурных лопастей.
Что же касается моря белого пламени, то оно в мгновение ока полностью затопило золотой и серебряный барьер. Юноша оценил свирепые атаки с насмешливым выражением лица, затем прижал руку к барьеру, произнеся слово «открыть». Раздался грохот, когда золотой и серебряный барьер резко увеличился в размерах. Каждая золотая и серебряная руна на барьере мгновенно увеличилась в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, а также приобрела полупрозрачный вид. Все гигантские бревна, лопасти ветра и палящее пламя, ударившие в барьер, были мгновенно отброшены, даже не имея возможности повредить его ни в малейшей степени, и выражение лица невысокого и коренастого пожилого мужчины изменилось, когда он увидел это, и он сразу же указал пальцем на море пламени. Низкий рев раздался из моря белого пламени, и тут же появилось несколько огненных киринов. Каждый из них был размером с корову, и из их тел непрерывно вырывалось серебряное духовное пламя. Мало того, что море пламени значительно поднялось, оно также стало серебристого цвета, а температура окружающего воздуха резко подскочила. Длинноволосый пожилой мужчина и юная красавица обменялись взглядами, прежде чем призвать несколько сокровищ каждый, но как только они собирались высвободить сокровища, молодой человек в золотых одеждах ледяным голосом сказал: «Время игры окончено, пришло время для меня, чтобы отправить вас в путь». Как только его голос затих, гуманоидная фигура внутри золото-серебряного барьера мгновенно исчезла, после чего сам барьер немедленно рухнул перед лицом моря серебряного пламени. Однако три святых духа не только не обрадовались, увидев это, они сразу же образовали треугольник спиной друг к другу, прежде чем распространить свое огромное духовное чувство на окрестности. Несколько мгновений спустя длинноволосый пожилой мужчина воскликнул в легкой панике: «Что происходит? Мое духовное чувство вообще не может обнаружить этого человека». Два его спутника хранили молчание, но напряженные взгляды на их лицах ясно указывали на то, что им тоже не везет. Как только коренастый пожилой человек собирался что-то сказать, внезапно раздался громкий удар грома, после которого появилось бесчисленное количество серебряных пятнышек света. Сразу же после этого среди вспышки золотого света появился молодой человек в золотой мантии, а затем сделал небрежное хватательное движение. Серебряные точки света мгновенно образовали гигантскую сеть размером в несколько километров по его велению, и эта сеть не только охватила всех трех святых духов, но и даже гигантскую гору внизу. Кроме того, гигантская серебряная сеть, казалось, была наделена какой-то особой силой, о чем свидетельствовал тот факт, что она излучала особую ауру, которая делала трех святых духов чрезвычайно слабыми и способными собрать только чуть более половины своей магии. Это небесная сеть захвата духа. Он действительно из истинного бессмертного царства. Бежим. Коренастый пожилой мужчина явно был самым могущественным из трех святых духов, и он начал действовать, как только почувствовал изнурительный эффект серебряной сети. Его тело качнулось, прежде чем соединиться воедино с медным зеркалом перед ним, после чего он умчался полосой света. Два других святых духа мгновенно побледнели, услышав термин «небесная сеть захвата духа», и они также немедленно попытались покинуть место происшествия так быстро, как только могли. Молодой человек в золотой мантии холодно усмехнулся. Вы заблуждаетесь, если думаете, что все еще можете уйти. Глава 2013. Кукла из желтой ткани. Сразу после этого он перевернул руку, чтобы показать шар серебряного света, который превратился в дюжину или около того серебряных нитей, которые соединились со всей гигантской серебряной сетью. Затем он сделал хватательное движение, и серебряная сеть спустилась сверху, выглядя так, как будто она охватила все небо. Раздались громкие буддийские песнопения, когда бесчисленные серебряные руны вырвались из сети в бешенстве, превратившись в одно мгновение в массивный звездный выступ, прежде чем рухнуть прямо сверху вниз. Раздался невероятный грохот, когда все в радиусе около 10 километров было залито пронизывающим серебристым светом. Мировое происхождение Ци в окрестностях мгновенно стало чрезвычайно сильным, и серые торнадо были сметены без какого-либо предупреждения, уничтожая все на своем пути. Время от времени внутри гигантской серебряной сети раздавался сотрясающий землю грохот, ослепительный серебряный свет не позволял увидеть, что происходит внутри. Молодой человек в золотых одеждах контролировал всю гигантскую сеть одной рукой, в то время как его другая рука была небрежно сложена за спиной, по-видимому, совершенно не заботясь о том, что три святых духа ускользнут. Только по прошествии примерно 10 минут шум внутри серебряной сети постепенно стих, и в конце концов все стихло. Молодой человек в золотых одеждах устремил свое духовное чувство вниз, после чего на его лице появилась холодная улыбка, и он сделал хватательное движение к гигантской сети. Массивная серебряная сеть мгновенно рассыпалась по его приказу вместе с серыми торнадо и серебряным светом. Как будто все было простой иллюзией. Тем не менее, огромная гора внизу стала явно значительно ниже, чем раньше, и в воздухе над обломками на вершине горы парили три светящихся предмета. Они состояли из старинного серебряного зеркала размером около 10 футов, куска бамбука высотой более десятка футов и лазурного шара света. На лице молодого человека в золотой мантии появился намек на восторг, когда он увидел это,
и он опустил рукав вниз, чтобы выпустить вспышку серебряного света, которая мгновенно привлекла к нему предметы. «Неплохо. После того, как я обработаю эти сокровища, они мне пригодятся», пробормотал молодой человек в золотых одеждах с довольным выражением лица, внимательно оценивая 3 предмета. Однако этого будет недостаточно. Если я смогу получить еще несколько из них, то смогу использовать больше своих сил. Кажется, в этой расе есть существа великой стадии Вознесения, и мне будет довольно сложно столкнуться с ними в моем нынешнем состоянии, размышлял молодой человек, убирая предметы. Некоторое время обдумывая ситуацию, он, казалось, пришел к решению и улетел полосой ослепительного золотого света. Таким образом, в окрестности вернулись тишина и покой. Однако примерно через час после ухода молодого человека из-под обломков внизу со слабым жужжанием внезапно вылетел шар красного света. Это был светящийся шар размером с кулак, который содержал пурпурный объект, похожий на глазное яблоко, и он завис в воздухе, прежде чем повернуться в направлении, в котором улетел молодой человек в золотой мантии. Это явно было сокровище, которое кто-то контролировал, и это было явно довольно замечательное сокровище, учитывая, что оно полностью ускользнуло от обнаружения молодого человека в золотых одеждах. Внезапно фиолетовое глазное яблоко начало вращаться на месте, вслед за чем мерцающий вокруг него свет начал колебаться в яркости, но не издал ни единого звука. Почти в тот же самый момент пожилой мужчина с удивительно молодыми чертами лица оценивал белый хрустальный шар с мрачным выражением лица. Пожилой мужчина сидел на черном деревянном стуле в золотом дворце среди моря облаков, и на поверхности хрустального шара медленно разворачивалась серия изображений. На изображениях был показан молодой человек в золотых одеждах, побеждающий 3 святых духов, и также были слышны сопровождающие его голоса. Когда пожилой человек услышал, как молодой человек произнес термин «слуга духа», выражение его лица тут же немного изменилось, но затем быстро вернулось к нормальному состоянию. Однако, как только молодой человек в золотых одеждах выпустил эту гигантскую серебряную сеть, пожилой мужчина мгновенно поднялся на ноги и воскликнул. «Это небесная сеть захвата духа. Это невозможно. Даже тот, кто произошел из истинного бессмертного царства, определенно не сможет принести такое сокровище в это царство». Лицо пожилого человека сразу же исказилось от ярости и негодования при упоминании о небесной сеть захвата духа. Наблюдая за битвой еще некоторое время, пожилой мужчина, казалось, что-то обнаружил, и выражение его лица значительно смягчилось. Он начал ходить по комнате, сцепив руки за спиной, и пробормотал себе под нос. «Нет, это должна быть копия». В противном случае настоящей небесной сети захвата духа не потребовалось бы так много времени, чтобы победить этих 3. Но даже так, похоже, он по-прежнему чрезвычайно силен против нас, духовных существ, и его нельзя игнорировать. Меня не волнует, действительно ли этот человек произошел из истинного бессмертного царства. Мы не можем позволить ему покинуть нашу духовную расу живым. Однако, если он действительно настоящий бессмертный, то очень маловероятно, что мы сможем его убить. Похоже, нам придется использовать эту штуку, чтобы полностью запечатать его. Между тем, в человеческом роде лазурная полоса света пролетела над горным хребтом, лежащим на границе священного города и города глубокого неба. Полоса света летела с невероятной скоростью и внезапно изменила направление, прежде чем улететь в уединенную долину. После всего лишь одной вспышки полоса лазурного света упала на гигантский серый камень, а затем исчезла, открыв Хань Ли в лазурной одежде. Хан Ли обвел взглядом окрестности со спокойным выражением лица, а затем внезапно сосредоточил свое внимание на обычном дереве немигающим взглядом. Хе-хе-хе. Ясно, что этот мой маленький трюк не сможет обмануть уважаемого Даоса Ханя. Из-под огромного дерева раздался хихикающий голос, после чего дерево превратилось в дородного желтого человека ростом в несколько десятков футов. Рядом с дородным мужчиной стояла красивая молодая женщина в пятицветном платье из перьев, и она оценивала Хань Ли с широкой улыбкой, но в ее глазах явно читался намек на удивление. «Приветствую, фея Е». «Извините, что заставил вас ждать», — сказал Хань Ли с улыбкой, сложив кулак в знак приветствия. Эта женщина была никем иным, как матриархом семьи Е. Хан Ли однажды встретил ее во время собрания платформы Мириад Духов. Ее силы казались не менее грозными, чем у патриарха длинной семьи, поэтому Хан Ли, естественно, должен был оказывать ей некоторое уважение. Я прибыла всего на несколько часов раньше вас, так что мне не пришлось слишком долго ждать. Я пыталась немного разыграть вас, используя эту куклу из желтой ткани, которую я недавно получила, но вы сразу ее увидели, как будто с этой марионеткой что-то не так, с улыбкой сказала женщина, похлопывая дородного мужчину в желтой мантии рядом с собой. Это похлопывание вызвало глухой стук. Дородный мужчина был идентичен настоящему человеку, но это была всего лишь гуманоидная марионетка. Конечно, ты шутишь, фея Е. У этой марионетки нет врожденных недостатков. Она просто недостаточно высокого калибра, чтобы одурачить таких, как я и ты, сказал Хань Ли с улыбкой. Не стоит недооценивать эту марионетку.
Она была создана стариком Мугэу, и он заверил меня, что есть большая вероятность, что она сможет обмануть даже культиваторов интеграции тела. Впрочем, кажется, что он преувеличивал. В отличие от этого, кажется, что рассказы, которые я слышала о вашем быстром темпе прогрессии, определенно не были преувеличением, уважаемый Даос Хань, сказала женщина с улыбкой. Я столкнулся с некоторыми возможностями, и мне очень повезло, что я продвинулся до поздней стадии интеграции тела, но мои силы даже не могут сравниться с силами ветерана поздней стадии интеграции тела, такого как вы, фея Е, ответил Хань Ли равнодушным образом. Ты все еще пытаешься успокоить меня, говоря что-то вроде этого. Я слышала, что клон священного предка и дьявольский лорд поздней стадии интеграции тела пали от твоих рук во время одной и той же битвы. Тебе не кажется, что ты слишком скромничаешь, говоря что-то подобное? Женщина надулась, неуверенно закатив глаза. Это просто преувеличенные истории. Я смог убить этих могущественных противников только потому, что получил помощь от других даосов. В противном случае моих сил не было бы достаточно, чтобы совершить такой подвиг, усмехнулся Хань Ли в двусмысленной манере. Надутые губы женщины стали еще более выраженными, когда она услышала это. Ты думаешь, я тебе поверю. Хань Ли просто улыбнулся и промолчал. Увидев, что Хань Ли не хочет продолжать эту тему, женщина убрала свою желтую тканевую куклу, прежде чем перейти к другой теме. Когда я в последний раз встречалась с вами, вы только что достигли начальной стадии интеграции тела, но всего за несколько столетий вы продвинулись к поздней стадии интеграции тела. Такая скорость продвижения почти неслыханна. Для борьбы с этим дьявольским нашествием Священный остров, скорее всего, уже пригласил бы вас присоединиться к ним. Я слышал, что на Священном острове самые чистые вены духа на наших территориях людей и демонов, и что на острове выращивают бесчисленное количество драгоценных ингредиентов и лекарств. Мне действительно было бы очень полезно, если бы я мог присоединиться к острову, ответил Хань Ли. Женщина сделала паузу на мгновение, прежде чем спросить. «Брат Хань, знаешь ли ты, что сам Священный остров является половиной бездонного небесного сокровища и последним прибежищем для двух наших рас, чтобы продолжить наше наследие?» Глава 2014. Запрос. Вот как. Я впервые слышу об этом, ответил Ханли, выражение его лица слегка изменилось. Неудивительно, что вы не знаете о чем-то подобном. Помимо старых монстров на Святом острове, есть определенно около 20 человек, которые знают об этом. В их число входят 3 государя, патриарх длинной семьи и я, с улыбкой ответила женщина. «Почему ты говоришь мне это?» — спросил Хань Ли с любопытством в глазах. Женщина сделала паузу на мгновение, прежде чем ответить. «Увидев, что ты появился здесь, я уверена, что ты уже знаешь, что 3 дьявольских патриарха собираются спуститься в наше духовное царство. Думал ли ты о том, как ты собираешься защищать своих учеников? И что ты будешь делать, если твои потомки будут уничтожены дьявольской армией? Хе-хе, у меня всего несколько учеников, и я не создал никакой секты или власти, и у меня нет потомков, о которых нужно беспокоиться», — усмехнулся в ответ Ханли. «А тогда почему я слышала, что твои ученики берут себе многих учеников?» — спросила женщина слегка удивленно. «Это просто секта, основанная моими учениками, и я никогда не имел к ней прямого отношения. Выживет секта или падет, это будет выбор их судьбы», — с улыбкой ответил Ханли. Женщина на мгновение запнулась, услышав это, прежде чем улыбка вернулась на ее лицо. «В таком случае, кажется, я была слишком любопытна. Ты действительно так пессимистично относишься к нашим шансам против армии дьяволов? Дьявольские патриархи действительно очень страшны, но если бы существа великой стадии вознесения наших рас объединили свои силы, у нас, безусловно, был бы шанс. Кроме того, 3 дьявольских патриарха имеют громкую репутацию, но кто на самом деле видел их в действии? Возможно, их способности сильно преувеличены, сказал Ханли. Я не думаю, что у наших рас вообще нет шансов, но 3 дьявольских патриарха определенно намного страшнее, чем средний священный предок, ответила женщина, и на ее лице появилось обеспокоенное выражение. Выражение лица Ханли не изменилось, но его сердце слегка дрогнуло, когда он сказал: «А, похоже, ты что-то знаешь о них, фея Е». Женщина сделала паузу на мгновение, прежде чем спросить: «Если подумать, ты спас жизнь моей внучки в прошлом и имеешь некоторые связи с нашей семьей Е, поэтому я расскажу тебе об этом. Как много ты знаешь о предках нашей семьи Е, брат Хань? Я только слышал, что ваша семья Е — настоящая духовная семья с историей, восходящей к древним временам. Кроме этого, я не знаю ничего большего», — ответил Ханли. Было несколько предков нашей семьи Е, которым удалось достичь стадии Великого Вознесения, и благодаря огромной удаче одной из них удалось стимулировать свою истинную духовную родословную до ее максимального потенциала.
В результате она достигла невероятной силы и несколько раз проникала в царство старших дьяволов. Услышав это, глаза Хань Ли слегка сузились, но он просто продолжал молча слушать. Женщина сделала паузу на мгновение, прежде чем продолжить. Говорят, что эта наша прародительница много раз тайно сражалась с существами Великого Вознесения чужих рас, но ни разу не была побеждена. Однако, чтобы сделать этот последний шаг, ей пришлось рискнуть вторгнуться в царство старших дьяволов, чтобы найти несколько видов драгоценных духовных лекарств. Первые несколько посещений этого жуткого места прошли очень гладко, но она так и не вернулась из своего последнего путешествия, так что, скорее всего, она погибла там. Однако, прежде чем совершить это последнее путешествие, она оставила дневник в нашей семье Е, и в нем было много историй о царстве старших дьяволов. Одна из этих историй была о том времени, когда она была свидетелем того, как один из 3 дьявольских патриархов сражался с истинным духом в царстве старших дьяволов. По ее собственным оценкам, она определенно не смогла бы выдержать более 7 или 8 атак этого дьявольского патриарха, и если бы ее обнаружили в то время, ее шансы на побег и сохранение жизни были бы меньше 50%. Старший Осяа и старший Мо Цзиньли оба обладают непостижимыми способностями, но они определенно не были бы намного могущественнее того предка нашей семьи Е, если бы им пришлось столкнуться с дьявольскими патриархами. Женский голос оборвался, но было совершенно ясно, что она имела в виду. Выражение лица Хань Ли также помрачнело, когда он услышал это, но он ответил. Даже если дьявольские патриархи действительно настолько сильны, нам не нужно будет напрямую сталкиваться с ними в битве. Как существа из чужого царства, они определенно будут ослаблены силой нашего духовного царства. И, кроме того, я уверен, что Святой Остров и 2 старших уровня Великого Вознесения разработали бы против них контрмеры. Иначе какой смысл было бы даже сражаться в этой битве? В противном случае, когда они получили известие, что дьявольские патриархи собираются спуститься в это царство, они эвакуировали бы все человечество. Это также то, чем занят и мой мыслительный процесс. В противном случае я бы давно эвакуировала нашу семью Е. Однако, если бы некоторые из нашей семьи Е могли получить защиту со Святого Острова, наше наследие не было бы полностью разделено, даже если бы наши 2 расы были бы побеждены, сказала женщина. В таком случае, почему ты не разыскала кого-нибудь со Святого Острова, чтобы обсудить это? Почему ты мне все это рассказываешь? Хань Ли был действительно озадачен. Хе-хе, кажется, ты все еще осознаешь свою ценность, Даос Хань, усмехнулась женщина. Что ты имеешь в виду? Спросил Хань Ли. Даже без этого дьявольского несчастья, как ты думаешь, как долго старший Мо Цзиньли и старший Сяо смогут защищать наши 2 расы? Они находятся на стадии Великого Вознесения в течение очень долгого времени и могут преодолеть многие другие невзгоды. Помимо этих 2 пожилых людей, среди 2 наших рас нет никого третьего на стадии Великого Вознесения. Как ты думаешь, среди культиваторов стадии интеграции тела, у кого больше всего шансов перейти на стадию Великого Вознесения? Увы, но все они не могут даже близко сравниться с твоими причудливыми способностями. Если я не ошибаюсь, и если станет очевидным, что 2 наши расы проиграют битву с дьявольской армией, первое, что сделает Святой Остров, это пригласить тебя к ним. Даже если мы потеряем нашу нынешнюю территорию, то если в будущем среди нас может появиться еще один культиватор Великого Вознесения, мы сможем возродиться в другом месте, сказала женщина. Хань Ли на мгновение задумался, прежде чем ответить. Я думаю, ты преувеличиваешь, но даже если все это правда, что ты пытаешься сказать? У меня есть несколько потомков, которые унаследовали чистейшую родословную Небесного Феникса, и я бы хотела, чтобы ты принял их в качестве своих учеников и отправил на Святой Остров вместе с другим своим учеником до того, как начнется финальная битва. Я обязательно последую твоему примеру во время нашего предстоящего путешествия в царство старших дьяволов, серьезным голосом сказала женщина. Ты хочешь, чтобы я принял их в свои ученики? Ты, конечно, шутишь, фея Е. Воскликнул Хань Ли, решительно покачав головой. Я бы не стала шутить над чем-то подобным. Уверяю тебя, что все они исключительные таланты, и тебе нужно будет дать им только базовые инструкции, чтобы они просто тебя не удерживали, сказала женщина, она явно настаивала на этом. Но я не собираюсь принимать больше учеников. Кроме того, тебе не нужно этого делать, если все, что ты хочешь, это чтобы кто-то из твоих потомков смог найти убежище на Святом острове. Если ты действительно думаешь, что Святой Остров прислушается к моему мнению, то я могу написать письмо старейшинам Святого Острова и передать им твою просьбу, но я не могу гарантировать, что это сработает. Я понимаю, что в этом есть необходимость, но я уверен, что ты сможешь самостоятельно принимать мудрые решения, как того требует ситуация, сказал Хань Ли с многозначительной улыбкой. В таком случае мы сделаем, как ты говоришь. Похоже, этим моим потомкам просто повезло быть избранными твоими учениками. Сказав это, я пообещал следовать твоему примеру и намеренно выполнить это обещание. Так что можешь не сомневаться.
По правде говоря, даже не поднимая эту просьбу, я все равно планировала следовать твоему примеру в этом путешествии, сказала женщина с лукавой улыбкой. А, похоже, ты очень доверяешь мне, фея Е. Разве лидером нашей группы не должен быть уважаемый Даос Лонг? Спросил Ханли, поглаживая свой подбородок. Длинная семья бесчисленное количество раз замышляла заговоры против нашей семьи Е. И я не собираюсь доверять ему. Я делаю это ради своих потомков, но также и ради себя. Надеюсь, мы можем заключить союз, чтобы обеспечить наше выживание в царстве старших дьяволов. Кто знает, будут ли у Даоса Лонга и этих духовных существ другие планы после того, как мы войдем в царство старейших дьяволов. Холодно фыркнула фея Е. Понятно. Хорошо, я вложу сообщение в нефритовую шкатулку, и я уверен, что у тебя будет способ передать нефритовую ее своим потомкам. Просто скажи им, чтобы они доставили нефритовую шкатулку и предмет, который может быть идентифицирован в городе глубокого неба. Там их примут как моих учеников. Наше путешествие в царство старших дьяволов может занять до нескольких десятилетий, поэтому мы, скорее всего, пропустим финальную битву против дьявольской армии, сказал Ханли, переворачивая руку, чтобы извлечь нефритовую шкатулку. Женщина была в восторге, услышав это. Прими мою благодарность, брат Хань. Ханли просто улыбнулся и вложил свой духовный смысл в нефритовую шкатулку, чтобы сохранить в ней сообщение. Глава 2015. Встреча двух рас. Духовный свет вспыхнул на поверхности нефритовой шкатулки, прежде чем быстро исчезнуть, после чего он был брошен женщине вместе с полупрозрачной нефритовой подвеской. Женщина поймала два предмета, прежде чем ненадолго вложить в них свое духовное чувство, а затем в приподнятой форме выразила свою благодарность Ханли. Кажется, мы оба прибыли на несколько дней раньше согласованной даты. Как насчет того, чтобы воспользоваться этим временем, чтобы обменяться некоторыми знаниями и опытом совершенствования? Я только что достиг поздней стадии интеграции тела, и я уверен, есть много вещей, которым я могу научиться у тебя, сказал Ханли с улыбкой. Ты слишком скромен, брат Хань. Я бы тоже хотела обсудить с тобой совершенствование. Кроме того, есть некоторые подробности о нашем предстоящем путешествии в царство старших дьяволов, о которых я хотела бы поговорить с тобой. Я нашла пещеру вон там. Как насчет того, чтобы присесть и пообщаться там? С улыбкой спросила женщина. Ханли, естественно, не возражал против этого, и они вдвоем полетели к пещере, как две полосы света. Высоко в воздухе, примерно в 10 километрах от долины, по небу лениво плыло белое облако. В облаке были две гуманоидные фигуры, одна из которых была стройной женщиной, скрытой слоем розового тумана. Она держала сокровище, мерцающее малиновым светом, и что-то напевала, и время от времени из сокровищницы вылетали руны размером с большой палец. Внезапно свет, исходящий от сокровища, стал чрезвычайно ярким, и он резко раскололся с глухим треском. Выражение лица женщины напряглось, увидев это, после чего она провела рукавом по воздуху, чтобы отбросить осколки сокровища. «Как странно, мое гадание совершенно не дало никакой информации об этом человеке», пробормотала женщина себе под нос. Женщину сопровождал дородный мужчина в черных доспехах, и он удивленно спросил. «Хозяйка, неужели у него есть нужное вам духовное лекарство, и оно скрывается от вашего гадания?» Женщина на мгновение замолчала, прежде чем покачать головой в ответ. Духовное лекарство, которое я ищу, действительно обладает экстраординарными свойствами, но оно определенно не обладает способностью скрывать себя от прорицания. Иначе я не смогла бы выследить его с такого расстояния. Если он действительно обладает духовным лекарством, тогда я смогу почувствовать его на таком расстоянии даже без использования гадания. В любом случае, очень странно, что я вообще не смогла извлечь никакой информации из своего гадания. Как он мог быть способен сделать что-то подобное? Только существо великой стадии Вознесения должно быть в состоянии полностью отразить ваши предсказания, сказал человек в черной броне, нахмурив брови. Это действительно довольно странно, но это не невозможно. Если он обладает таким же уровнем способности к предсказанию или обладает одним из нескольких типов бессмертных духовных тел, то он также сможет скрыться от моего предсказания, предположила женщина. Услышав это, дородный мужчина резко перевел дыхание, а затем тут же начал энергично трясти головой. Очень неправдоподобно, что он обладает таким же уровнем способности к предсказанию. Во всем царстве духов есть лишь несколько существ, которые обладают способностями к предсказанию, сравнимыми с вашими. Что касается легендарных бессмертных духовных тел, почти все они могут наделить одного силой безраздельно властвовать над всем королевством. Но как такой простой человек, как он, может обладать таким телосложением? Если бы он действительно обладал им, то человечество уже спрятало бы его как драгоценное сокровище. Я также думаю, что оба варианта очень неправдоподобны.
В таком случае он, скорее всего, обладает фрагментом глубокого небесного сокровища или глубокого небесного священного артефакта. Сила законов, заключенных в таких сокровищах, также помешает моему предсказанию работать должным образом. Эти типы сокровищ тоже чрезвычайно редки, но это единственный правдоподобный вариант, размышляла женщина вслух. Женщина автоматически исключила возможность того, что в теле Хань Ли было запечатано полное бездонное небесное сокровище, думая, что у него был только фрагмент бездонного небесного сокровища или копия сокровища. Вы уже забрали у него этот фрагмент священного клинка небесной удачи в прошлый раз, но у него остается еще одно неполное абсолютное небесное сокровище. Этот сопляк богаче, чем некоторые из священных предков нашей расы. Дородный мужчина резко вздохнул и бросил взгляд на долину вдалеке с оттенком жадности в глазах. Не забывай о нашей цели в этой поездке. Не прикасайся к нему, пока мы не найдем духовное лекарство, равнодушным голосом предупредила женщина. Дородный мужчина вздрогнул, услышав это, и, поспешно опустив голову, сказал: «Будьте уверены, госпожа, я не посмею напасть на него без разрешения. Он уже достиг поздней стадии интеграции тела, так что ты в любом случае ему не ровня. Если подумать, он был только на средней стадии интеграции тела, когда мы в последний раз видели его. У него есть тайны, кроме незавершенного бездонного небесного сокровища, размышляла женщина, когда в ее глазах появилось странное выражение. Дородный мужчина мог видеть, что женщина действительно заинтересовалась этим человеком, так что его, скорее всего, он не должен сорваться с крючка, даже если у него не было духовного лекарства, которое она искала. Внутри он оплакивал судьбу этого несчастного культиватора-человека, но все же с уважительным выражением лица спросил: «Что нам делать дальше, госпожа? Должны ли мы продолжать наблюдать за ним? Эти двое — одни из самых могущественных существ в человеческом роде, но они собрались здесь, вместо того, чтобы оставаться в каком-либо крупном человеческом поселении. Они, должно быть, что-то замышляют, и похоже, что придут другие люди. Все остальные попадают сюда. В конце концов, я уже подтвердила с помощью своего предсказания, что женщина с родословной Небесного Феникса приведет меня к духовному лекарству, которое я ищу, так что лучше не предупреждать их о нашем присутствии», — ответила женщина. «Это правда. Как только все прибудут, местонахождение духовного лекарства, естественно, будет раскрыто. Если мы почувствуем что-то от кого-то еще, мы сможем исключить этого человека. Было бы действительно лучше, если бы все шло так гладко. Однако, судя по всему, пройдет довольно много времени, прежде чем прибудут все остальные. Так что давайте пока помедитируем», — сказала женщина, прежде чем поднять руку, чтобы освободить облако розового тумана, внутри которого было розовое цветочное дерево высотой в несколько десятков футов. Дородный мужчина ответил утвердительно, затем влетел в цветочное дерево и бесследно исчез. Что касается женщины, то она просто положила руку на дерево и тоже исчезла в нем во вспышке света. 5 дней спустя в небе за 1000 километров от долины внезапно появился радужный свет, и гигантский лазурный ковчег появился перед тем, как мчаться прямо к долине. Этот ковчег был около 1000 футов в длину и был разделен на 3 уровня. Он был полностью зеленого цвета, и, судя по слоям рун и выгравированных на нем фигур, было ясно, что это редкое летающее сокровище. На платформе на верхнем уровне ковчега стояли рядом 4 человека и тихо переговаривались друг с другом. Один из них представлял собой нечеткую гуманоидную фигуру, окутанную слоем белого света, второй была красавица в желтом платье, третий был худощавым мужчиной в грубой мантии, а последний человек был пожилым ученым, который выглядел довольно преклонным старцем. Хорошо, давайте продолжим в соответствии с нашим первоначальным планом. Прежде чем мы доберемся до желаемого пункта назначения, мы должны полностью сотрудничать с человеческими культиваторами. Это путешествие в царство старших дьяволов будет чрезвычайно опасным, мы не сможем преуспеть сами, холодным голосом сказала фигура, окутанная белым светом. Действительно. Если наша духовная раса сможет получить еще один этап великого вознесения вне этого путешествия, тогда мы не будем бояться ни одной из соседних рас, вздохнула женщина в желтом. Фея Тысячи Осеней, вы больше всего взаимодействовали с людьми, поэтому мы оставляем вам возможность общаться с ними. Когда придет время, мы втроем предложим вам любую помощь, которая вам потребуется, сказал худощавый мужчина. Тогда я заранее благодарю вас, уважаемые даосы. Я уверена, что люди-культиваторы также не посмеют заговорить против нас, пока мы не прибудем к месту назначения, поэтому нам не нужно слишком беспокоиться о начальной части пути, с улыбкой сказала женщина в желтом. Даже если они осмелятся что-то попробовать, они только навлекут на себя еще больше страданий, холодно сказал пожилой ученый. Хе-хе, с силами, которые мы прячем в тени, мы, естественно, не боимся людей, но в то же время мы должны смотреть на картину шире и избегать неприятностей, насколько это возможно. Место встречи прямо впереди. Вытащи эту штуку и убедись, что держишь ее под контролем, чтобы люди не почувствовали неладного, сказала фигура в белом свете. Уверяю вас, эта штука изначально обладает неполным интеллектом,
так что сокровища, которые нам дали, достаточно, чтобы ею управлять. Жаль, что ее нельзя поместить в браслет хранилища одного из наших слотов и войти в царство старших дьяволов, печально сказала женщина. Эта штука сильнее, чем все мы вместе взятые. Ей надо пользоваться осторожно. Давайте приготовимся спуститься в долину сейчас, небрежно сказала фигура в белом свете. Фигура в белом свете явно была лидером группы, и все сразу же согласились, прежде чем отправиться в ковчег.